Представляете, буквально 3 дня назад здесь в округе лежал снег. И сейчас уже плюс 18. И я иду в свою лачугу. Довольно комфортные условия. Стало снова тепло наконец-то. Но все-таки погоду лихорадит из теплого в холодный, то есть из крайности в крайность. Ну и вот снова еще передо мной один ручей разлился. На самом деле я даже весной, когда только растаял снег, столько воды не было. И тут вот уже второе препятствие на моем пути. Но это все преодолевается, в принципе, без особых проблем. Всем привет, друзья! Я иду в лачугу. Не знаю, сказал я это или нет, но, так сказать, даже не иду в лачугу, а пробираюсь. Так, куда мне еще тут наступить? Все, преодолел я все препятствия на своем пути. Мне осталось совсем недалеко до лачуги. Нет особо сегодня планов каких-то грандиозных. Посмотрим, что можно будет сделать. Кстати, очень много вокруг следов лосей. Сейчас земля мягкая, и они прям копыта утопают у них. Думал, что на кепке осиновая веточка, но потрогал ее, она оказалась мягкой. Это, в общем, какая-то гусеница была. Прям один в один не отличишь от небольшой ветки осины. Да, какая же красота здесь. Только послушайте, птицы поют, и погода сегодня мне позволила с комфортом дойти до этого места. Тепло, ветра почти нет. По-моему, прекрасная, идеальная погода. Ну и я, допустим, снял с себя, там, по-моему, 5 клещей пока шел. Ну, в лесу их мало, а вот когда я пересекал поле по траве, это, конечно, страшное дело. Хорошо, что штаны, то есть обработанные от клещей. Надеюсь, это помогает. Ну что, все в порядке. Никаких проблем с крышей нет. Так, ну думаю, одно из дел на сегодня, это мне нужно будет закидать вот эту стену, ну, с той стороны, соответственно, землей. Там один мох на данный момент. И у меня, в общем, здесь волокуша есть. Ну, во-первых, лопата.
Ветер поднялся, и походу еще погода портится. Как бы дождя не было сегодня. Ну, я под крышей буду, так что мне особо бояться нечего. Главное успеть сегодня все закончить. Смотрите, я же правильно понимаю, это получается у нас сморчки или строчки. Не знаю точно, что это за какой-то гриб. Ну, естественно, я есть не буду, но факт тот, что они растут здесь. Прям вот около стены. На самом деле я такие грибы предпочитаю не есть. Тем более я не уверен точно, что это за гриб. Может, это какой-то ложный. Я в таких очень плохо разбираюсь. Ну что, я вот тем временем, в принципе, 3 раза вот земли привез. И не знаю, больше-то, наверное, выше не буду даже класть. Особо, наверное, нет в этом смысла. Здесь еще провалю вот так вот. И сверху снова положу мох. Вот с этой кучей мусора мне осталось разобраться. И я думаю, что я пару досок еще оставлю, более-менее живых. Старые лаги, там всякое гнилье, вот это я просто раскидаю по лесу, и пусть оно догнивает, соответственно. Главное, чтобы не здесь вокруг моей хижины.
Турции ветер стих, ураган в принципе закончился, но пошел небольшой дождь. Но я в принципе его ожидал. Рад, что наконец-то начался. Так, я нашел в лесу дикую малину, и я наломал вот таких небольших веток. Я вот уже их залил водой, промыл. Сейчас поставлю на огонь и буду варить отвар. Может быть, кто раньше жил в деревнях, частенько на самом деле варили. Мне что-то вспомнилось на днях и хочу попробовать. Так, надо сейчас дров накидать в печку и, наверное, поставлю на огонь. Показывает 39 градусов. Представляете, какая тут жара, просто невозможно находиться. Ну, дверь вот приоткрыл, намного лучше стало. На самом деле, вот здесь сверху очень сильная жара, а внизу, ну, не так сильно. Я просто вот лежал на этом уровне и так сильно не чувствовалось. Но вот сел, аж прям, по-моему, я даже покраснел от жары. Так, ну что ж, будем закидывать дрова в печку. Дым хлынул. Ну, пахнет малиной, по крайней мере. Так, теперь нужно добавить немножко смородины для еще более насыщенного аромата. Готово. Очень интересный вкус. Так, ну что, еду я даже не смог осилить на сегодня. Оставлю на утро. Хотя, наверное, скорее всего, домой заберу. Потому что утром я планирую по-быстренькому собраться и выезжать домой рано утром, может быть, часов 5-6. Ну ладно, всем пока. Если хотите, можете на телеграм-канал подписаться. Ссылки будут в описании. Там будет что-то эксклюзивное, какие-то видео, фото. Ну а также можете там узнавать о будущих видеороликах. Ну а я буду ложиться спать. Уже на самом деле поздно.
Сколько у нас времени-то? Ну, вообще 22:05. Даже буду в одежде ложиться. Надеюсь, под шум дождя будет хороший сон. Ладно, еще увидимся.